Дорогие мои, всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вашему вниманию расклад на ближайшее будущее. Давайте посмотрим, что же ожидает в ближайшем будущем. Посмотрим, в каких энергиях вы находитесь на сегодня. Что вас ожидает в ближайшем будущем. Может, увидим какие-то подсказки, увидим, что нужно изменить, куда нужно посмотреть, на что обратить внимание. Дорогие мои, настраивайтесь, а мы начинаем наш расклад. Ближайшее будущее. Для начала давайте посмотрим, в каких энергиях вы находитесь на сегодня. Много кто находится сегодня на выборе пути. Кто-то выбирает свой путь, выбирает какое-то новое начало. Знаете, здесь такой момент, что многие хотят что-то тайно открыть. То есть, возможно, с кем-то там не делятся еще информацией, да. Либо это что-то такое, которое что-то секретное, что-то такое знающее, то есть, возможно, какой-то новый проект, да, или какие-то новые отношения. Здесь, каждый под себя посмотрит, что это, да. И это такое под грифом некой тайны, некого сокрытия. Может быть, пока чтобы не сглазили, знаете, всякие люди бывают, есть и такие, которые очень так щепетильно к этому относятся. И здесь, возможно, вы еще держите в секрете свое новое начинание. То есть вы пока о нем не то что даже думаете, понимаете, вы уже как бы путь выбрали, но вы еще не совсем идете по этому пути, да, может быть, только какие-то первые шаги пока предпринимаете. И здесь идет вот это какое-то новое начало, которое вас как бы пока радует, пока теплится эта надежда, да, что вы уверены в том, что все как бы пройдет гладко, хорошо, прекрасно. Но при всем том, здесь пока вы как-то храните все в секрете, не говорите. Для кого-то это, возможно, кто-то вступает в какие-то тайные отношения, да, но это там обычно какие-то любовные треугольники или там еще чего-нибудь, или что-то такое, возможно, даже и не треугольники, а просто вы не хотите, чтобы об этих отношениях кто-то знал. Здесь еще велика вероятность того, что этот новый путь, который вы выбираете, он требует от вас очень глубоких проработок, очень щепетильно проверять всю информацию, да. Здесь такой вот момент, что как бы верховная жрица — это еще и интуиция, это и знание, и обучение. Возможно, здесь кто-то вот идет в новое направление, именно, может, кто-то чему-то обучается, понимаете. Вот такой момент тоже здесь вполне вероятен. Давайте посмотрим ближайшее будущее. Энергии мы посмотрели, новое начало какое-то есть. Так, что же у нас будет дальше? Давайте так, дорогие мои, вы себе срок поставьте сами, да, кому как там нужно. Я буду смотреть примерно месяца 3. Что у нас здесь? Ближайшее будущее. Смотрите, в ближайшем будущем, да, какие вообще идут карты. Первая — это карта того, что у вас все-таки есть цель, и вы к ней двигаетесь. Но двигаетесь, не так быстро идет движение, как вам хочется. При всем этом у вас есть четкий план, у вас есть конкретная цель, у вас есть, грубо говоря, каждый какой-то пунктик вашего движения. То есть вы понимаете, куда вы движетесь, зачем вы движетесь, что вы хотите достичь. Здесь это все есть, но здесь нету какой-то скорости развития, понимаете. Развитие есть, но не так стремительно и быстро, как бы вам хотелось. Здесь еще в ближайшем будущем у вас, знаете, как будет некий момент, когда вам надо будет чем-то поделиться, возможно,
с кем-то поделиться вот этой информацией, да, потому что, как мы видим, в энергиях тайны пока еще хранится эта информация, да, как бы не распространяется. И здесь вам, возможно, с кем-то придется обговорить какие-то моменты, потому что эти моменты будут касаться именно дальнейшего продвижения. Возможно, как будто вы сами даже не справитесь, да, понадобится чья-то помощь, и вот вам как надо будет делегировать какие-то полномочия, какие-то обязанности. И вот уже в этом моменте вы выходите в такую карту, как карта мага, которая говорит о том, что здесь будет полно ресурса, то есть, знаете, как некая командная, возможно, работа, да, возможно, чья-то помощь, возможно, кому-то вы окажете помощь, да, в каком-то, возможно, новом начинании. И здесь у вас есть все ресурсы для того, чтобы достичь этого. Причем, знаете, когда же некий момент такой фартовости у вас присутствует, некий момент такой легкости. То есть, понимаете, эти все карты, они говорят о том, что вы выбрали верный путь, понимаете, когда человек находится на верном пути, да, все дается очень легко, все получается очень легко. И здесь вот карты как раз о том и говорят, что вы правильно выбрали свой путь, и здесь у вас все будет прекрасно, у вас как бы достаточно и энергии, и успеха, и какой-то везучести, да, и легкости. То есть вас не обременяет вот это вот занятие, которым вы занимаетесь или хотите заниматься. Что еще в ближайшем будущем вам карты говорят? О том, что вы выйдете победителем в той ситуации, в которой вы себе задумали. Еще здесь такой момент, что понимаете, вас примут, да, если вот кто-то, возможно, на работу хотел устроиться. Здесь говорит о том, что вас примут со всеми почестями, да, вас будут уважать, будут прислушиваться к вашему мнению. То есть здесь вы характеризуетесь такими лидерскими качествами, которые, ну, невозможно не заметить. То есть вас как лидера оценивают, за вами идет толпа народа, вами восхищаются, вам подражают где-то в каких-то моментах. И этот момент вообще для вас, он очень такой значимый, потому что это будет одна из первых ваших побед, когда вы получите долгожданный какой-то результат. Понимаете, и здесь вот такой еще момент есть, что вот мы видели, что в ближайшем будущем, да, но здесь же опять ближайшее будущее, может быть неделя, может быть 2, может месяц, у кого-то может быть 2 месяца, да, и вот уже следующий этап, там через какой-то промежуток времени ваше движение, да, оно начинает набирать обороты, оно начинает набирать скорость. И вот здесь вы получаете вот эту долгожданную победу уже гораздо быстрее, чем было запланировано, грубо говоря, понимаете? Еще здесь такой момент, что, возможно, вы станете неким руководителем, да, вы станете тем человеком, который учит других людей, к которому приходят за советом, к которому обращаются, к которому каждое слово, знаете, есть такой момент, как провидение, то есть к вам приходит человек, и он понимает, что, ну, вы говорите абсолютную правду, вы говорите абсолютно толковые вещи, да, вы даете дельные советы, и все вот как вы сказали, так все исполняется, даже вот до такой степени у вас может дойти вот эта ваша задумка, да, или какой-то момент, в котором вот мы рассматриваем, в контексте которого мы рассматриваем сегодня наш расклад. Здесь еще, возможно, будут какие-то, знаете, как подписание бумаг, возможно, кому-то предложат заключить какой-то контракт, какую-то сделку. Здесь тоже очень велика вероятность вот такого момента. И здесь, понимаете, вы будете выбирать, стоит вам это делать, не стоит вам делать. И у вас здесь будет очень много предложений. Понимаете, здесь даже, может быть, где-то у кого-то отыграется еще как сомнение, но больше здесь карты показывают о том, что вы будете выбирать, что вам делать, да, возможно, это некий такой момент, где несколько алгоритмов направления. И вот здесь вам именно, может быть, придется делегировать как-то, да, здесь одно направление, здесь другое, здесь третье. И вы будете выбирать, как вам это все сделать так, чтобы это все было четко, чтобы это все было понятно, чтобы это вам принесло долгожданные какие-то ваши результаты, да, чтобы здесь как раз-таки вы
обрели то, что вы хотели, потому что мы видим, да, здесь вот есть какой-то момент и, возможно, какого-то направления в другой стране, да, или в другой местности. Здесь есть такой момент, что получу я за это деньги, не получу я за это деньги. Здесь есть такой момент, что мне нужны люди или мне не нужны люди в помощь. И здесь, понимаете, вы вот все это будете, ну, как вам сказать, обсуждать, обговаривать, да, где-то, возможно, даже наедине с собой, возможно, с кем-то в коллективе, возможно, с кем-то будете советоваться, дабы предпринять вот такие моменты. Здесь еще будет такой момент, когда вы будете лавировать ситуацию, да, то есть продумывать какие-то вот такие шаги, чтобы это было побыстрее, чтобы это было побогаче, посущественнее для вас, да, возможно, какие-то искушения во всем этом будут. Здесь вот такой момент. Давайте посмотрим еще, что вас ожидает в ближайшем будущем. Здесь еще идет такой момент, что в какой-то промежуток времени вы будете немножко опечалены, да, немножко подрастроены тем, что, ну, знаете, хочется так сказать, что будет мало денег. Но здесь помните о том, что, первое, у вас есть потрясающие возможности для того, чтобы достичь вашего материального благополучия. По картам соседним рядом видно то, что вы уже вхожи в некий круг людей определенных, да, которые, возможно, не имеют того, что имеет кто-то другой на сегодня. То есть это какой-то определенный клан людей. Здесь может быть что угодно, здесь может быть и бизнес какой-то, да, здесь может быть просто какая-то каста, здесь может быть какая-то группа, ну, здесь как-то, вот знаете, как кружки по интересам, здесь что угодно может быть, и карты говорят о том, что вы уже в этом клане, да, вы уже в этом направлении, вас поддерживают, за вами не то что наблюдают, да, больше здесь идет о том, что вам дают помощь, вам дают поддержку, вам дают дельные советы, и вы должны ценить это, да, и ваше материальное благосостояние, если вам на сегодняшний момент кажется, что чего-то недостаточно, то здесь карта говорит о том, что у вас есть в разы больше, чем есть у кого-то другого. То есть посмотри на эту ситуацию с другой стороны. И карты говорят о том, что вы уже какой-то профессионал в этом деле, да, к вам уже прислушиваются, вы уже наладили какой-то определенный алгоритм работы. То есть у вас какая-то отлаженная система, которая вам приносит постоянный какой-то доход. Да, доход это может быть и материальный, как финансы, так некая стабильность в плане эмоций, так какая-то стабильность в планах. То есть у вас есть какой-то определенный алгоритм, который работает. И это вам, ну, то есть это ваша заслуга. Вы в это вложили очень много времени, вы вложили туда очень много труда, много опыта. И карты говорят о том, что на сегодня не печалься о том, что нет какой-то там малости, да, потому что ты обладаешь дарами, ты обладаешь такими успехами, не побоюсь этого слова, на сегодня, что, ну, как бы посмотри с другой стороны, отблагодари, грубо говоря, Вселенную за то, что у тебя есть. И далее, что еще ждет в ближайшем будущем? Здесь, сейчас еще одну карту доложу, чтобы понятнее мне немножко было. Здесь у кого-то, возможно, проиграется личная ситуация, когда в отношениях вы как будто, знаете, будете связаны по рукам и ногам и не сможете сделать какое-то движение, да, вперед. И здесь показана карта императора, что на вас кто-то будет давить, то есть вы будете под чьей-то властью в какой-то промежуток вот этого ближайшего будущего, да. У вас будет такая ситуация, когда человек, который... Давайте я пишу вот характеристику, да, кто это. Человек очень властный, человек, требующий подчинения, человек, чувствующий, ну, знаете, как он очень чуткий, да, то есть его как бы обмануть не получится. Это человек, который обладает очень глубокой интуицией, который в какой-то момент такой жесткий, требовательный. Он вообще сам по себе, да, такой момент есть в нем, что он
стратег, он делает какие-то планы на будущее, он всегда добивается результата. К его мнению всегда прислушиваются. И здесь будет такой момент, что этот человек будет на вас оказывать некое влияние, да, в плане какого-то движения. То есть, возможно, этот человек будет вас наставлять, направлять, или это ваш руководитель, который будет говорить о том, что давай двигайся дальше, давай не сиди на месте, потому что есть возможности, да, есть, ну, там, я не знаю, и запал внутренний, и все у тебя есть, но ты почему-то, ну, бездействуешь, да, и вы вот в этом состоянии будете немножко опечалены, потому что такое ощущение, что как будто вам что-то придется делать, то, что вам не хочется, и здесь вот этот момент, что я не знаю куда, что, и вот этот человек такой будет на вас влиять. Давайте посмотрим дальше, чем же эта ситуация закончится. А здесь, знаете, будет такой момент, когда вам надо будет принять резкое решение, да. Здесь такой человек может быть еще, который, может быть, и вы этот человек, король мечей, да, который принимает решение четко, взвешенно, холодным рассудком, который не идет на поводу эмоций. То есть, знаете, как вот, может, в этой ситуации вы все-таки подумаете, обдумаете, и как раз-таки вот здесь идет решение этого вопроса, когда будет решаться, ну, можно так сказать, даже ваша судьба, да, в какой-то момент. Может быть, какой-то из вариантов придется вам отсечь. Все-таки мы видели в предыдущих, да, картах, что все-таки был какой-то выбор, какое-то делегирование. И здесь, возможно, все-таки что-то придется убрать для того, чтобы весь ваш проект, давайте назовем его так, имел колоссальный успех в будущем. И здесь, возможно, от чего-то придется отказаться. И вот в этой ситуации, возможно, вам не захочется отказываться, а вот этот человек влияет, император, все-таки будет настаивать на том, что это мешает вашему движению, что надо от чего-то отказаться для того, чтобы ваше движение пошло вперед с колоссальной скоростью и с колоссальными оборотами, да. И вот здесь вы принимаете это решение, вы принимаете его взвешенно, возможно, даже вы с этим императором будете в какой-то связке, да, возможно, совет какой-то от него получите и примите этот совет для себя. И здесь вот мы видим, что карта тройка пентаклей, она говорит о том, что вам все-таки придется вернуться на шажочек назад, да, и доделать. То есть, возможно, вы сделали там неправильный какой-то выбор, и вам придется его, ну, знаете, как изменить, да, вернуться вот на позицию назад и поменять, возможно, там какое-то свое направление или какие-то свои взгляды, какие-то свои планы. И мы видим, что далее вы выходите в карту мир, которая говорит о том, что, смотрите, проект ближайший, да, мы смотрели на 3 месяца, но здесь идет немножко больше оборот, здесь идет как-то в течение месяцев 9 у вас вот проиграется вот вся эта ситуация, да, скажем так, конечный результат вашего действия. Мы-то здесь смотрим на 3 месяца расклад, но лавры, победы и все почести вы получите месяцев через 9, да, и здесь, смотрите, возможно, вы их получите и в течение 3 месяцев, но по истечению 9 месяцев вы получите гораздо больше, чем вы вообще планировали, понимаете, тут идет такой момент очень-очень хороших перемен, которые ведут вашу жизнь вообще по другому курсу, да, то есть вы меняетесь, меняется все вокруг вас, вы убираете все лишнее, то, что, знаете, вот как есть проект, да, есть какой-то сырой проект, его запустили, и понимаете, что он как заноза какая-то, да, он просто мешает всему проекту тому, что есть на сегодня, и вот вам эту занозу надо вытащить. Вот здесь карта мира, она говорит о том, что все нарывы, которые есть, да, которые вот, ну, то, что мешает, да, оно все выйдет наружу, то есть это подсветится в любом случае с разных каких-то ракурсов, вы обнаружите вот эту точку своего препятствия, которая вам мешает, вы ее уберете, и далее вы получаете просто колоссальнейший успех, вы получаете гораздо больше, чем вы планировали. И знаете, вот не зря же говорила в начале, что путь, который вы выбрали сердцем, да, когда вы встали на свой путь, он идет, ну, беспрецедентно, он идет как-то легко, да,
И вот здесь как раз-таки по истечению 9 месяцев наступает вот этот момент легкости, прекрасности и получения всех долгожданных результатов, которые вы вообще хотели. Здесь, смотрите, многие выходят в состояние по истечению, да, вот этого времени, когда вы реально мастер своего дела, вы умеете управлять ситуацией, людьми, финансами, да, материалами, материальным. То, что вас окружает здесь, понимаете, у вас настолько уже будет отработанный механизм, да, когда все будет работать очень четко, все будет отлажено, никаких помех, никаких проволочек. То есть, знаете, вот это такой момент, когда вас не просто все устраивает, а устраивает абсолютно каждого, кто находится в вашем окружении. То есть здесь вы настолько станете профессионалом вот в этом проекте. Мы, давайте договорились, что называем его так, что вам это будет приносить просто блага, да, легко, доступно. Вы будете прилагать уже минимум усилий туда, потому что вы уже этот путь свой, да, долгий, со всеми поправками, со всеми наработками, со всеми коррективами, вы его уже пройдете, да, и здесь вот вы уже как раз-таки находитесь в этой точке, когда... Хочется сказать, вы повелеваете, распоряжаетесь и живете в комфортной обстановке, понимаете? Вот такой вот момент. Давайте еще совет для вас спросим карт. Ну, слушайте, карты вам советуют о том, что, во-первых, здесь большие деньги, большие возможности, независимо от того, что мы сейчас смотрели, да, будь это работа, будь это проект, будь это отношения, карта дьявола на совет, она говорит о том, что это всегда много, это всегда изобилие, но здесь и тонкая грань, понимаете? Если касательно отношений, да, здесь страсть, здесь любовь, здесь эйфория, но здесь велика вероятность впасть в некую зависимость, да, то есть вот здесь немножечко такая тонкая грань, которую, как советуют карты, да, придерживайтесь вот этой грани, да, чтобы не заступить за черту. В больших деньгах, да, в большом проекте, когда мы говорили о проекте, здесь, да, здесь велика вероятность получения очень много денег, но здесь будет очень много соблазнов, чтобы эти деньги потратить, да, чтобы эти деньги как-то слить. И здесь вот тоже карта дьявола, она говорит о том, что будь внимателен прежде всего к себе. И здесь еще я хочу по всему раскладу добавить то, что прислушивайтесь к своей интуиции. Здесь очень она вам нужна, она вам важна, и она никогда не подведет, понимаете, в вашем внутреннем состоянии, у вашей интуиции никогда нету мысли о том, чтобы вам навредить. Здесь только она всегда работает во благо, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим. Пользуйтесь, применяйте. И, конечно, невероятный успех, он не заставит себя ждать. Здесь, ну, как-то здесь получаете вы все, что вы хотели, и вы в итоге остаетесь довольны. Прекрасный расклад, я довольна, очень карты выпали, очень хорошие. Дорогие мои, я вас прошу, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно напишите, как расклад проигрывается, напишите ваши сигнификации, совпали, не совпали. Очень это интересно, очень это важно. Милые мои родные, я вам желаю успехов, я вам желаю побед, я вам желаю любви, гармонии, счастья, чтобы ваши дни были максимально продуктивными, чтобы вы исполняли все свои желания, чтобы ваши цели, которые вы поставили, вы всегда их достигали, чтобы вы оценивали некий даже момент поражения не как провал, а как успех и как новое видение вашего направления. Милые мои, пусть у вас все будет хорошо, берегите себя, берегите своих близких. А я с вами прощаюсь, до новых видео. Ваша Наталья.